Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно интересную масштабную копию советского грузового автомобиля для перевозки мебели в масштабе 1 к 43 от производителя Deep Models. Это довольно старая модель, она уже снята с производства, хотя встречается в открытой продаже. И посмотрел, в некоторых местах за этот грузовик просят 8500 рублей. Довольно большая сумма, и первоначальная стоимость на эту модель была значительно дешевле, если мне не изменяет память, около 6500 рублей. И эти модели выпущены ограниченным тиражом в 240 единиц, и впервые такие грузовики Deep показал в начале 2018 года. В конце того же года модели поступили в открытую продажу, и было представлено два варианта окраски мебельных фургонов. Первый грузовик имел темно-зеленую кабину и бежевую будку, как раз эту модель мы сегодня рассмотрим. А второй вариант был с кабиной голубого цвета, и на машине также было установлено газобаллонное оборудование. Та модель тоже есть в моей коллекции, мы ее рассмотрим в другом видеообзоре. И в целом это вполне хорошая модель, с учетом того, что если рассматривать подобную технику, то помимо Deep Models такой фургон также выпускает костромской бренд Start Scale Models. Конечно, та модель значительно дешевле, но и качество проработки и исполнения ее намного ниже. И был анонс о выходе похожего мебельного фургона в рамках журнальной серии «Легендарные грузовики СССР». А от Модимио тоже будет интересно посмотреть, что же выйдет в журнальном издании и насколько та модель будет проще, чем костромской вариант исполнения. И здесь коробка стандартного размера, она точно такого же оформления, как и другая продукция этого бренда. Картонка темно-зеленого цвета. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае. Также есть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. Указан прототип, модель автотранспорта ГЗСА 893А, и масштабная копия копирует прототип 68 года выпуска. И такие грузовики, я помню, у нас они тоже в советское время ездили по дорогам общего пользования. Конечно, сейчас уже таких машин не сохранилось, их можно найти разве что в музее. И когда я посещал экспозицию под открытым небом, там тоже, по-моему, был представлен один мебельный фургон. И здесь модель также пакуется в страховочный воздушный мешок, чтобы она не повредилась при пересылке. И эту модель я уже осматривал на наличие дефектов, но не вынимал из пластикового дисплей-кейса. И распакую ее впервые вместе с вами и посмотрим, возможно, я что-то упустил. Но здесь у модели надстройка сделана из полимера. И есть как противники такой технологии, так и поклонники. Я ничего против смоляных моделей не имею, если они хорошо изготовлены, нормально попадают в 43-й масштаб. Но есть ярые противники такой технологии, и они предпочитают только продукцию Deep Models, но стоит им сказать, что у большинства грузовиков от Deep надстройки из полимера, они сразу замолкают и не находят внятного ответа, почему же тогда они эти модели покупают. И здесь вполне жизненный цвет кабины, вот именно такой темно-зеленый окрас мне запомнился у этих грузовиков. И здесь решетка по тону немножко отличается от металлических деталей, и странно, обычно у Дипа нету с этим проблем, но здесь даже невооруженным взглядом я вижу небольшое отличие в оттенке цвета. Очень хорошо проработан интерьер кабины, все окрашено, сиденье, панель приборов, рулевое колесо, также дверные карты. И на дверных картах присутствуют небольшие рукоятки открытия дверей, подъема стекол, и это отдельные пластиковые детали. И дверные ручки снаружи здесь тоже сделаны из пластика и окрашены серебристой краской.
И здесь ручки по размеру вполне попадают в 43 масштаб. Например, на моделях ZIL-130 и GAZ-51, на мой взгляд, ручки немножко переразмерены. Также есть логотип предприятия, есть небольшая горловина для заливки топлива. Это пластиковая деталь. И здесь ступеньки из металла, они отлиты вместе с рамой и покрашены черной матовой краской. Очень хорошо смотрятся зеркала заднего вида. Они на длинных ножках и вылезают за габариты надстройки. И, например, если вы посмотрите на модель от SSM, то там зеркала намного меньше. И сложно понять, почему сделали такой вариант, потому что в зеркала на модели от SSM вы только увидите стену надстройки. Также здесь довольно хорошо нанесены надписи. Мебель, присутствуют небольшие габаритные огни спереди. И окошки здесь из тоненькой пленочки и смотрятся вполне симпатично. Внутри надстройки пустота, ничего нет, но сложно рассмотреть внутренности сквозь маленькие окошки. Но, в принципе, там и нечего смотреть. И сзади здесь также установили значок ограничения скорости и также дублирующий регистрационный номерной знак 4962 КМГ. К какому региону относится этот номерной знак, я, честно сказать, не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. И у этого грузовика также присутствует сцепное устройство, но в отличие от моделей ZIL-130 и ZIL-157, оно здесь не функционально. И тоже интересно, почему Deep не мог сделать рабочий крючок. Хорошо смотрятся задние фонари, они окрашены красным лаком. Также очень красиво сделаны брызговики. И брызговики здесь приклеены к низу платформы, и крепления брызговиков сделаны из фототравления. Отлично смотрятся покрышки, читается маркировка, также очень хорошо смотрятся колесные диски со сквозными отверстиями, и передние колесики на этой модели на шарикоподшипниках, они хорошо свободно вращаются. Если вы раскрутите колесо, то оно имеет довольно большой ход. И также здесь поворотный передний мост. И колесики здесь поворачиваются очень хорошо, и нету люфта. Обычно на костромских изделиях, у которых поворотный передний мост, наблюдается люфт на передних колесах. Ну, можно посмотреть, как здесь оформлена передняя часть. Просматривается радиатор охлаждения из фототравления. Очень хорошо сделаны отверстия. Также мне нравится, как на моделях Deep сделана светотехника. На линзах присутствуют рассеиватели, также проглядывается небольшая лампочка и отлично смотрятся поворотники. И здесь также на подставке есть небольшая табличка из фототравления, на которой указан тираж 240 единиц, у меня модель под номером 107, и указан прототип модели, еще раз повторю, это GZSA 893A, и модель копирует автомобиль 68 года. И второй грузовик от этой модели, кроме цвета, особо ничем не отличается. Повторюсь, на той модели добавили газобаллонное оборудование. И если сравнивать два грузовика, то визуально мне больше нравится вариант с голубой кабиной. Машина смотрится более нарядно. Но это тоже вполне хорошая модель. И у Костромы похожие грузовики в другой схеме окраски. У них отличается дизайн задней будки. И было много споров, у кого лучше надстройка. И мне больше надстройка нравится у Deep Models. Здесь более четкие грани, также очень хорошо сделана расшивка и виднеются заклепки, ну, имитация заклепок. А у костромской модели надстройка, на мой взгляд, больше замылена, если можно так сказать. Но обе модели имеют право на существование. Костромского варианта у меня нет в коллекции. Если
если эта модель попадется на распродаже, то я возьму ее для сравнительного видеообзора, а так покупать ее в свою коллекцию нет желания. А эту модель я взял без всяких колебаний, несмотря на ее высокую цену. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный мебельный фургон, планируете ли вы приобрести похожую модель из журнальной серии «Легендарные грузовики СССР». Также не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, если он вам понравился. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеоролики. И обязательно пишите в комментариях, на какие модели вы бы хотели в дальнейшем видеть видеообзоры, потому что моделей довольно много, и ваши комментарии помогают мне сориентироваться, что показывать в первую очередь. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.